Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я вам покажу еще один вариант вот этого вот листика. Я уже в предыдущем уроке делала вам вот эти вот два зеркальных листика. И сейчас я вам покажу вот этот листик. Он симметричный относительно самого себя. То есть у него левая и правая сторона абсолютно одинаковые. Его точно так же можно использовать для выкладывания различных элементов. Вот, например, в таком варианте я использовала вот этот вот один симметричный листик, как бы ровненький, и два разных, левый и правый, и у меня получилась такая похожая на королевскую лилию композиция. Или, допустим, здесь все 4 листика ровные, симметричные. Может получиться вот такой вот интересный крест. Итак, все те же нитки виолет, все тот же крючок 1,05. И начинаем листик. Я его еще называю перо павлина или перышко. Сделайте 12 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Соедините эту цепочку в колечко, в первую петлю цепочки сделайте глухую петлю. Вот, все, колечко готово. Ниточку, вот это вот хвостик, подкладывайте под работу, и таким образом она у вас надежно закрепится, спрячется. Под колечко нужно сделать 22 столбика без накида. Просто 22 столбика. Считайте: 3, 4, 11 столбиков. Это как бы середина, да, поэтому поправьте так, чтобы столбики занимали ровно половину колечка. И следующие 11 столбиков вяжем до конца ряда. Итак, 22 столбика готовы. Теперь просто закрепите конец ряда одной глухой петлей в начало. Вот, теперь у вас ряд готов. Вот эту вот ниточку, смотрите, которая хвостик, ее можно уже обрезать. Следующий ряд начинаем с 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Теперь смотрите внимательно на предыдущий ряд. В предыдущем ряду вы можете видеть косичку с 2 рядами петель. Работу в этом элементе все время ведем за дальнюю петлю нижнего ряда, вот в этой косичке. Вводите крючок за дальнюю петлю и делайте столбик без накида. 1 в следующую петлю, 2 в каждую петлю нижнего ряда по одному столбику. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 10 столбиков без накида. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Работу продолжаем в следующую петлю. Точно так же столбики без накида. 10 столбиков по одному в каждую петлю нижнего ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот у вас готов первый ряд. Ну, второй уже, да? В этом ряду у вас с каждой стороны колечка связано по 10 столбиков без накида. Следующий ряд начинаете с 3 воздушных петель.
поворачиваете и точно так же обязательно делаете работу за дальнюю петлю косички, за дальнюю обязательно. Вся работа ведется за дальнюю. Вот вы сейчас посчитали, с каждой стороны у вас по 10 столбиков без накида. Дальше считать столбики совершенно не обязательно. Вы можете просто продолжать работу, делая по одному столбику в каждый столбик нижнего ряда. То есть вы уже в начале задали количество петель и столбиков. Теперь работа идет дальше просто по определенному принципу. Вот, в каждый столбик связали по одному, дошли до серединки лепестка. Вяжете под нее 1, 2, 3 столбика без накида. Теперь делаете 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И снова 3 столбика без накида под это же колечко. 1, 2, 3. Вот у вас начало следующего ряда. Ну, как бы серединка следующего ряда. Дальше вот по предыдущему ряду делаете по одному столбику в каждую петлю нижнего ряда. Здесь уже считать не обязательно. Все, здесь просто по одному столбику в каждую петлю нижнего ряда. Но вот у нас почти конец ряда. Здесь мы останавливаемся, не доходя 2 столбика до конца ряда, да, вот этого пику. Делаем следующий ряд. 3 воздушных петли. И начинаем столбики без накида за дальнюю петлю косички. Поворачиваем. И делаем по одному столбику в каждый столбик нижнего ряда. Вот у нас следующий ряд пошел. Этот лепесточек небольшой, у него всего лишь несколько рядов, поэтому с такой работой вам будет легко очень справиться. Конечно, недостаток маленьких элементов в том, что их нужно очень много и более, скажем так, более трудоемкий этот процесс, связать каждый маленький элемент, закрепить каждую маленькую деталь, то есть это более трудоемко. Ну, как бы какие элементы выбирать, большие или маленькие, это каждый выбирает для себя, как ему лучше. Вот, дошли до середины колечка. Точно так же 3 столбика, 1, 2, 3. Колечко из 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5 и 3 столбика с другой стороны. Вот. 1, 2, 3. Дальше работу просто продолжаете в каждый столбик нижнего ряда по одному столбику за дальнюю петлю. Обязательно не путайте, делайте это за дальнюю. Ну, как бы можно и за ближнюю, но у вас тогда совершенно изменится рисунок лепестка. То есть благодаря тому, что мы делаем работу за дальнюю петельку, у вас появляется как бы зубчик такой. Ну, скажем так, листик приобретает рифленую структуру. Вот вы когда возьмете его в руки, может быть, на видео не очень хорошо видно, вот так 3 воздушных петли. Может быть, на видео не очень хорошо видно, но вот когда вы делаете вот этот вот за дальнюю косичку, вот получается вот этот вот такой вот уголок. Вот он, как бы вам его показать. Вот эта вот часть становится как будто вот немножечко выпуклой. Вот 3 воздушных петли и снова поворачиваете за дальнюю петлю и вяжете столбики без накида в каждую петлю нижнего ряда. В этом ряду, это у нас уже будет предпоследний ряд, тоже можно уже не считать петельки, просто делайте по одному столбику в каждую петлю нижнего ряда.
Вот серединка лепестка. По задумке у меня он небольшой, у него будет только 3 колечки в серединке, поэтому это уже предпоследний ряд, больше колечек я не добавляю. И под это колечко теперь нужно связать просто 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Вот такой получается элемент. Дальше продолжайте работу за дальнюю петлю по одному столбику в каждую петлю нижнего ряда. Обязательно за дальнюю. В каждую петлю нижнего ряда по одному столбику. И продолжайте работу почти до конца ряда. Вот, доходим до конца. И останавливаетесь. Снова на повороте делайте 3 воздушных петли. Вводите крючок за дальнюю петлю. Поворачиваете. И делайте столбики без накида по одному в каждую петлю нижнего ряда. И так весь ряд. Весь ряд. Итак, мы заканчиваем ряд, завершающий ряд этого лепестка. Вот смотрите, останавливаетесь за 2-3 стежка до конца ряда. Смотрите, какой у него размер. Здесь у нас 3 дырочки, здесь 3 зубчика. И вот сейчас в этом ряду, в завершающем, мы сделаем 3 зубчик с этой стороны. 1, 2, 3 воздушных петли. Столбик без накида за дальнюю петельку. И закрепляем уже этот столбик в следующую петлю глухой петлей. Закрепили, обрезали, протянули. Все. Подтянули, зубчик готов. Теперь его нужно с помощью иголки закрепить. Протягиваете нить в иглу. И смотрите, вот этот вот зубчик, чтобы он не торчал, вот как бы так некрасиво, вот мы его просто иголкой подтянем на изнаночку, вот так вот. Вот, смотрите, вот он так подтянулся. И теперь нужно просто вот эту вот нитку, которая у нас осталась, обвить несколькими стежками вокруг вот этого вот ряда. Это такой незаметный способ закрепить ниточку с изнанки, чтобы она у вас не выдергивалась. В общем, достаточно, далеко не надо. Она не очень скользкая, далеко не уйдет. И теперь уже ниточку можно просто обрезать близко к краю. Вот все, смотрите. Вот так вот быстро, легко у вас получается вот такой элемент. Ну, вот этот элемент я использую лицевую сторону, именно вот эту. В ней именно на этой стороне вот такой вот получается красивый валик. С этой стороны немножечко по-другому выглядит серединка. Так вот, поэтому мне больше нравится этот вариант. Желаю вам творческих успехов. До свидания.